Доброго времени суток, мои дорогие подписчики и гости моего канала. С вами канал Энергия Таро, а это значит, что сегодня нас с вами ждет очередной расклад. Перед тем, как мы начнем, хотела бы рассказать вам о нашем втором закрытом канале на Бусти. Слева сейчас появится QR-код, по которому вы можете перейти и за подписку всего в 299 рублей в месяц смотреть шок-контент и те расклады, которых нет и не будет здесь на YouTube-канале, потому что YouTube их может заблокировать. Именно для этого существует второй закрытый канал на Бусти. И я благодарю всех тех подписчиков, которые с нами на Бусти уже с прошлого года. Друзья, вы помогаете нам становиться лучше. Ваши имена и ники сейчас появятся на ваших экранах. Спасибо вам, что вы есть у нас. Для всех тех, кому неудобен Бусти, есть закрытый телеграм-канал, где все те же самые видео, что и на Бусти, и подписка стоит также 299 рублей в месяц. Для того, чтобы попасть в закрытый телеграм-канал, пожалуйста, пишите мне в личку. Моя личка указана в комментариях под любым видео на канале Энергия Таро. Туда же в личку вы можете писать по вопросам личной консультации, расклада, обряда или обучения. У меня есть индивидуальное обучение на картах Таро по той колоде, которая вам больше интересна и больше нравится. И есть 3 готовых курса. Это курс Райдера Уэйта, классическая колода как для новичков, так и для профессиональных тарологов, потому что помимо обучения и изучения карт, мы изучаем там кабалу, друзья. Это более 60 видеоуроков с теорией и практикой. Пишите, кому интересно, я расскажу вам подробности. И также 2 курса одного и того же автора. Это курс «Безумной Луны» Патрика Валенса и курс «Триумф Луны» того же самого автора. Друзья, ну а у нас сегодня с вами карты «Змея» и «Павлин». Здравствуйте, карты, и поговорим мы с вами сегодня о трагедии, которая произошла 16 октября 2024 года в парке Тайган. Если вам действительно понравилось видео, ставьте лайк, жмите на колокольчик для того, чтобы всегда быть в курсе событий, которые происходят на моем канале. Ну а мы начинаем. 16 октября 2024 года в Крыму в парке Тайган было обнаружено тело 41-летней Леокадии Переваловой, работавшей в парке 17 лет. Леокадия работала в самом опасном секторе Тайгана вплотную с хищниками. Ставила их на лапы, еще маленькими учила ходить. Хищники были для нее смыслом жизни, и по злой иронии судьбы именно хищники отобрали жизнь у Леокадии. Или же все было совершенно иначе, и у этой истории есть криминальная составляющая, которую мы с вами сегодня постараемся выяснить через призму карт Таро. Очень многие подписчики просили меня посмотреть именно основную суть, характеристику личности Леокадии Переваловой и Олега Зубкова, и их отношения совместные. Какие отношения были между ними, и способен ли Олег Зубков был на убийство Леокадии Переваловой, как бы это ни звучало. Замешан ли он вообще в этой трагедии? А давайте посмотрим сначала характеристику личности, докопаемся глубже до сути, а затем уже посмотрим события тех дней. Итак, характеристика личности Олега Зубкова. Карты, покажите нам, пожалуйста, каким человеком является Олег Зубков, его характеристика личности и его основная суть. Каким человеком является Леокадия Перевалова, ее характеристика личности и основная суть. Интересно. Тут вот и интересно, да, на характеристику личности вышел как раз маг, который управляет, правда, не львом, но другим хищником, это крокодилом, да. Ну, давайте сначала обсудим характеристику личности именно Олега Зубкова. На него вышел младший аркан. Когда на характеристику личности выпадает младший аркан именно по каббалистическому древу Сефирот, друзья, если вы не знаете, что такое каббалистическое древо, пожалуйста, напишите мне в комментариях, я поясню. Когда на характеристику личности выпадает младший аркан по каббалистическому древу Сефирот, что это значит? Это значит, что человек в этой жизни не проходит свои кармические задачи и не отрабатывает свои кармические долги, что очень важно. Девятка Таро, девятка пентаклей. Девятка всегда означает стагнацию. Когда мы стоим на месте, не двигаемся, ничего не делаем, деградируем. Когда мы не обучаемся, когда мы не идем вперед, не ставим перед собой цели, какие-то новые цели, которые мы хотели бы достигнуть. Мы что делаем? Мы стоим на месте, да, а затем уже и идем к самому дну. Здесь пентакли. Человека интересуют ресурсы. Финансы, деньги, другие ресурсы, которые он мог потреблять с других людей. Он достаточно стабильный человек, интроверт, замкнут в себе, любит читать книги, тут девушка у нас читает книги, да, любит пофилософствовать, поразмышлять, любит одиночество, является либо социофобом, либо социопатом. По психопатическим расстройствам личности мы с вами, возможно, сегодня еще посмотрим его, но это не точно. Человек, который любит уединение, но если он встречает толпу людей,
которая ему близка, с которым он знаком, он, конечно, будет улыбаться в ответ этим людям, чтобы они ничего не заподозрили. Достаточно спокойный, умиротворенный человек, которого заботит свое собственное «я» и которого заботят ресурсы свои и, конечно, ресурсы других людей. Давайте теперь посмотрим Леокадию. На Леокадию вышел старший аркан Маг. Она прошла свои кармические задачи в этой жизни, отдала свои кармические долги. Вполне возможно, что она именно поэтому ушла, и смерть ее была по судьбе. Но мы это еще сегодня выясним с вами, друзья. Здесь на карте показан добрый волшебник, добрый маг, но несколько глупый. Почему глупый? Он не инфантилен в своей характеристике личности. Он является глупым, потому что он доверяет людям. Слишком доверчивый маг, который доверяет не только людям, но и доверяет зверям, животным, на которых он стоит. Да, он стоит на крокодиле. Всегда ищет удобного времени, всегда ищет удобного момента. Человек добропорядочный, добросердечный, который действительно ставит перед собой цели и хочет их достигнуть. Мы видим, что Леокадия была добрым человеком, честным человеком, добропорядочным человеком, который умел хорошо обращаться с животными, но я бы не назвала ее глупым человеком, это слишком громко и слишком грубо сказано. Человек, который очень доверял другим людям, доверчиво, слишком доверчивый человек. Она не инфантильна, она не глупа. Она, да, эмоциональна, да, готова отдать все другому человеку, даже если она его хорошо не узнала. Здесь вот такая характеристика личности, друзья. Но мы можем сказать по магу, что у человека есть стержень, есть характер. В отличие от вот этого человека, который у нас рядышком стоит, да, в отличие от Олега Зубкова. Здесь человек думает только о пентаклях, здесь человек думает о других людях. Цветы в его руках говорят о том, чтобы принести людям пользу, принести людям какие-то плоды, не только себе, но людям в первую очередь. Кстати, не боится казаться глупым, потому что здесь, обратите внимание, на маге такая очень интересная одежда. Обычно у нас маг изображается в красивых пестрых одеждах, наподобие карт Таро Райдера Уэйта, да, там он изображен в виде Иисуса Христа, либо в богатых убранствах. И здесь у нас маг то ли в платье, то ли в непонятной рубахе, да, то есть он не боится показаться смешным. Вообще здесь маг очень похож на первосвященника немножко, да. Обратите внимание на его шляпу. На шляпе у нас крест. Первосвященник здесь может говорить о том, что он справедлив и, возможно, религиозен, этот человек, да, по характеристике личности. Итак, мы узнали характеристику личности Олега Зубкова, узнали характеристику личности Леокадии Переваловой. Давайте посмотрим, действительно ли Леокадия любила животных в жизни не только на камеру. Вот мне задавали такой вопрос подписчики, действительно ли Леокадия любила в жизни животных? То есть какое отношение у Леокадии Переваловой на самом деле было к животным в жизни, когда ее не снимали на камеру? Давайте две карты вытянем. И какое отношение к животным на самом деле было у Олега Зубкова? Это тоже вопрос не задавали. Друзья мои, я понимаю, что очень неприятно слышать такие вопросы, да? Я думаю, что все, кто меня сейчас смотрит, за Леокадию, вам нравится Леокадия, вы поэтому и смотрите это видео. Но, тем не менее, нужно задать этот вопрос, потому что задавали подписчики, очень много, кстати, этих вопросов было. Я поэтому задаю, для того, чтобы узнать истину. Истинное отношение к животным Олега Зубкова. Давайте тоже две карты вытянем. Итак, Леокадия любила ли действительно животных? Да, здесь прям любовь, вселенская причем, да, хорошие карты вышли. Рыцарь кубков, я дарю тебе свою любовь, рыцарь кубков на коне, плюс еще птичка к нему прилетела. Но невозможно не любить этого человека, потому что, животные чувствуют, да, животные чувствуют. Невозможно не любить этого замечательного человека, потому что он дарит любовь. Десятка кубков, потому что он дарит нам новую жизнь. Десятка в картах Таро всегда обозначает что-то новое, переход во что-то новое, дарить животным новую жизнь с помощью любви. Посмотрите, сколько в ней любви, да? Сколько в ней любви, сколько чувств, сколько эмоций. На самом деле была хорошим, очень светлым человеком, и карты такие же светлые. А что касается нашего Олега Зубкова, замечательного, карта Иерофанта и карта Короля Мечей. Король Мечей может говорить о наказании животных. То есть он мог наказывать животных, потому что кто-то его просил об этом. Карта 5-го старшего аркана Иерофант говорит о том, что кто-то просит это сделать. Кто-то просит наказать животных. Король мечей – человек, который либо убивает животных, в прямом смысле этого слова, либо просто их наказывает. Но любви я здесь не вижу. Здесь старший аркан вышел, что-то просить у кого-то, или животные мне нужны для того, чтобы что-то у кого-то просить, какие-то деньги. А мы помним, да, что девятка пентаклей у нас вышла, ему важны ресурсы, ему важны деньги. Он любит забирать эти ресурсы у других людей. Король мечей говорит о жестоком обращении с животными, потому что король мечей – это король войны. Он в данном случае аморальный тип. Вот в данном случае он аморальный тип, готовый к войне, готовый растерзать животных, потому что именно вопрос касался отношения к животным. Отношения между Олегом Зубковым и Леокадией Переваловой. Какими были отношения? Какими были отношения
на самом деле между Олегом Зубковым и Леокадией Переваловой? Какими были... Ох, что-то произошло, да? Какой-то кризис произошел. Кризис из-за того, что что-то сделал император, какое-то действие совершил император, произошел кризис в их отношениях. Вот я вижу только кризис, значит, об этом нам нужно знать, да? То есть здесь отношения, эти на дне колоды дружественные были сначала, да? Все было хорошо, тройка кубков, коммуникация была хорошая, но здесь что-то произошел, какой-то кризис в отношениях, что-то сглупил император, что-то не так сказал или какое-то действие совершил против Леокадии, да? Вот и здесь именно из-за мужчины случился кризис. Хорошо, а давайте отношения Олега Зубкова к Леокадии посмотрим, и ее отношение к нему. Понятно, что отношения были хорошие, коммуникация вроде была неплохая, дружеские были отношения, коллективные. Я не вижу здесь любовных отношений. Кто-то мне говорил про любовные отношения. Нет, не было такого. Ну, хотя возможно, да, сейчас мы откроем другие карты. Давайте посмотрим, как Олег Зубков относился к Леокадии на самом деле. Как на самом деле Олег Зубков относился к Леокадии, как к человеку. Давайте две карты вытянем. Но она могла мне что-то дать. Нищий духом человек. Вот нищий духом человек, когда хочет что-то потребить только от человека. Он понимает то, что она ему нужна для того, чтобы вырастить какие-то плоды успешные. Я же говорю, вот одни пентакли в глазах у человека. Да, я хочу только пентакли. Пятерка пентаклей, нищий духом человек. Как он относился к Леокадии? Нищая. Бедная нищая не в том плане, что вот у нее денег нет, да, а в том плане, что мне нечего больше из тебя потребить. Такое ощущение, как будто ты меня раскрыла или открыла все мои карты. Знаешь, мой главный козырь, вот больше нечего с тебя потребить. Вот, возможно, поэтому кризис, да, был в их отношениях. Сначала он думал, что она ему нужна для того, чтобы она могла что-то ему дать, а потом такое ощущение, как будто это закончилось, лавочка закрылась, как говорится, да, или она ему какой-то ультиматум поставила. И он понял то, что она ему больше не нужна. Или больше нет в ней смысла. Или, возможно, она раскрыла какой-то его темный коварный план. Но здесь пятерка пентаклей говорит о нищем духе человеке. Хорошо, а как на самом деле Леокадия Перевалова относилась к Олегу Зубкову? Здесь только про финансы, друзья. Вот он только про финансы. Если мне есть что от тебя потребить, значит, я у тебя это заберу. Как Леокадия относилась к Олегу Зубкову? Я же говорю, знала его тайну. Верховная жрица говорит о том, что я знаю, и я пока молчу. Вот это интересно. Интуиция. У меня хорошая интуиция. Я знаю, я чекаю всех людей, которые рядом со мной. И я понимаю, что ты не из любви исходишь. Девятка кубков. Или девятка кубков – остановка. Любви нет, или чувств больше нет. Или чувств больше нет, это значит дружеских чувств больше нет у меня к тебе, потому что я что-то узнала. Она что-то узнала про него, друзья, все, я поняла, да. Она что-то про него узнала, и я расскажу. Это я сейчас пока не рассказываю. Сейчас пока, возможно, нет смысла. Или скоро расскажу, потому что интуиция мне подсказывает, что здесь что-то происходит. Голоса в голове, интуиция, ангелы-хранители мои подсказывают. И больше дружеских отношений у нас нет, потому что девятка кубков – это остановка отношений, дружеских, любовных, неважно, любовных отношений между ними не было, друзья мои. Пусть никто не выдумывает там. Теперь вот самый главный вопрос, да? Кто убил Леокадию Перевалову? Мы же не знаем, точно ли ее убили львы. Если львы, то мы сейчас раскроем эту историю. А вдруг это сделали люди? Камер нету, видеозаписей, если даже они есть, нам не покажут их, да? Леокадию Перевалову действительно убили и растерзали львы? Две карты. Или же Леокадию Перевалову убили люди и сделали все так, будто ее убили львы. Нет, действительно, убили львы, это правда. Карта смерти как раз-таки выпадает на львов, да? Пятерка кубков. Что-то утеряно или что-то потеряно, или я что-то не вижу. Вот не вижу, что сзади. Как будто сзади напали. Хочется прям вот так даже положить карты. Вот как будто нападение произошло... Нет, лучше так, да. Нападение произошло сзади. Я не вижу этого нападения. А кто-то стоит и смотрит. Посмотрите, да? Вот у нас чертенок. Кто-то стоит, она не одна была. Кто-то стоит и смотрит, и наслаждается, потому что какой-то дьяволенок здесь есть. Люди нет. Это были не люди. Карта умеренности, двойка мечей. Здесь отрицательная карта, двойка мечей, карта умеренности, спокойствия. Убили львы, но кто-то за этим наблюдал. Давайте посмотрим, как это было. Давайте докопаемся до истины. Да, действительно, это были львы. Леокадию Перевалову львы растерзали в вольере. Это случилось в вольере или это случилось на улице? Был свидетель того, что якобы сбежал лев из клетки. И якобы Леокадия могла защитить людей от этого льва. И он ее мог растерзать. Либо это было в вольере, и она забыла закрыть защелку. Но кто-то же еще был там в вольере, понимаете? Она была не одна, это 100%. Или же Леокадию растерзал лев на улице.
Или это было в другом месте вообще? Кто его знает? Или это было вообще в другом месте? Это случилось в вольере, это случилось на улице. Это случилось на улице. Это было не в вольере. И кто-то, смотрите, постоянно кто-то наблюдает. Вот на солнышко, на светлое солнышко, на светлого человека нападает зверь. Тут прям он то ли лев, то ли медведь, то ли тигр, непонятно, да, но тем не менее зверь. Карта Солнца. И кто-то смотрит. Был какой-то человек, который мог ее спасти. Но он смотрит и наслаждается этим процессом, друзья мои. И, скорее всего, на камерах это видно. Этот момент запечатлели на камерах. И нам не показывают, естественно, поэтому, да? Да, на нее напали на улице. А кто выпустил льва? Вот кто выпустил льва на улицу? Это случайность. Забыли закрыть защелку, он сам сбежал. Лев сам сбежал каким-то образом. Лев каким-то образом в парке Тайган сам сбежал и напал на Леокадию. Он сам сбежал. Двоякая карта, я сейчас вытяну другую, друзья. Или кто-то его выпустил специально. Кто-то специально выпустил льва из вольера для того, чтобы он напал на Леокадию. Ну, конечно, кто-то третий был, да, друзья мои? Кто-то был третий, кто-то третий все время подсматривает. Смотрите, вот каждую карту вытягиваем, и кто-то есть третий. Кого незаметно, якобы незаметно, но кто подсматривает? Двойка кубков, здесь хоть и младшая карта, но здесь карта Иерофанта двоякая. Кто-то сделал так, чтобы лев вышел из клетки, вышел из вольера. И сделал это специально, чтобы вот двое встретились. Встретился лев и встретилась женщина, да, и кто-то третий наблюдает. Сделали это специально, потому что кто-то кого-то попросил. Этот человек, который выпустил, его попросили об этом. Он не является прямым убийцей, косвенным, но тоже убийцей в целом, да, потому что он сделал это специально. Давайте теперь выяснять обстоятельства, что и как тут было. Итак, кто выпустил льва? Давайте 15-16 октября 2024 года, да, мы не знаем, когда точно произошло это убийство. Кто выпустил льва в парке Тайган 15-16 октября 2024 года из вольера специально для того, чтобы погубить Леокадию? Кто это сделал? Женщина это сделала, у меня женская фигура так и идет прям. Женщина, это сделала женщина, финишная прямая. Для того, чтобы что-то завершить, что-то закончить, выпустила своих драконов. Это сделала женщина. Но кто-то есть еще, да, кто приказал женщине, потому что женщина не самое главное. Но женщина королева жезлов, занимает какую-то активную позицию. В парке я имею в виду, да? Или стремится к этой активной позиции, или хочет за место, или хотела за место Леокадии прийти. Вот кто сейчас там за место Леокадии, друзья? Напишите мне, если вы знаете. Хотела прийти за место Леокадии. Или хочу занять твое место. Что-то вот здесь об этом. Хочу занять твое место. Олег Зубков каким-либо образом причастен, косвенно, напрямую, да, ну тут напрямую, в принципе. Понятно, что львы ее растерзали, но тем не менее. Причастен ли каким-либо образом директор парка Тайган Олег Зубков к убийству своей сотрудницы Леокадии Переваловой? Конечно, карта силы, здесь еще и лев нарисован у нас, да? Женщина, мужчина на ножах и посерединке лев. А лев как раз-таки убивает женщину. Очень интересно, карта силы. Я ее давно ждала сегодня, да? Думаю, выпадет она или не выпадет. У них был какой-то спор, ссора серьезная. Женщина что-то знала, женщина в синем. Синий это цвет интуитов, интуиции. Женщина на эмоциях что-то знает, и я расскажу. Мужчина в красном, обратите внимание, красный злой человек, готовый расправиться сию секунду с человеком, который что-то знает. И между ними лев, да? Карта сила, лев. Карта сила, кстати, 8-го аркана, я вам сейчас расскажу, к чему это. Очень интересно. Попахивает жертвоприношением еще, плюс ко всему. Не только личными какими-то обидами. И здесь я тебя растерзаю, но через льва. То есть я не сам это сделаю, а посерединке нас лев стоит. Обратите внимание, как интересно получается. Да, конечно, причастен. Самым прямым образом. Что-то она знала о нем. Давайте зададим вопрос, что знала Леокадия. У меня не было этого вопроса. Сейчас на ходу с вами тут уже, да? Одно из другого вытекает. Что Леокадия Перевалова знала о Олеге Зубкове такого, что он решил ее погубить? Что она знала? Что он не тот человек, за кого себя выдает, не является тем человеком, каким на самом деле предстает перед другими людьми, потому что здесь человек не имеет своего лица, карта солнышко, вроде хороший, приятный человек, да, добросовестный, добросердечный, порядочный, солнце. У нас какое солнышко светит, красивое солнышко светит, да, но здесь человек не является таковым. Что еще узнала? Что что-то в коллективе. Что-то в коллективе. Или есть какой-то третий человек. Какой-то третий человек. Что-то происходит в коллективе. Или о чем-то договорились люди друг с другом. Что Леокадия узнала такого о Олеге Зубкове, что он решил Леокадию погубить? Что узнала? Карта мир. Как в заложниках
держит кого-то в заложниках или кого-то держали в заложниках. И таких людей несколько. Здесь звери изображены, но здесь интерпретация такая, что здесь люди в заложниках. И что звери тоже находятся в заложниках. Для чего-то. Было несколько людей в заложниках, которые, возможно, пропали без вести или погибли в этом парке, мы об этом узнаем чуть позже. И звери тоже в заложниках. Возможно, зверей чем-то обкалывают, да, и это знают очень многие в коллективе. И когда она об этом узнала, она единственная, добросовестная, хотела обо всем рассказать. Целому миру. Карта мир. Здесь об этом речь. Друзья, давайте теперь зададим такой вопрос. Является ли убийство Леокадии Переваловой в парке Тайган жертвоприношением? Я сейчас поясню. Когда мы рассматриваем цифры по гематрии, у нас должно выйти единое число, да? У нас нет двойных чисел. 16 октября 2024 года, 16 по гематрии, 1 плюс 6 равняется 7. 2024 год – это восьмерка. 78 – код грехопадения человека. Классическая колода Таро указывает на психологические аспекты, которые необходимо усовершенствовать в человеке. 7 плюс 8 равняется 15, и 1 плюс 5 равняется 6. 6 – число зверя и грехопадения человека. Вопрос, является ли убийство Леокадии Переваловой жертвоприношением, или это просто грубый расчет, потому что она что-то знала. Такое тоже может быть. Является ли убийство Леокадии Переваловой жертвоприношением? Король жезлов. Король жезлов – мужчина. Мужчина, который хочет отомстить женщине, собственно говоря, да, мужчина, который хочет отомстить женщине. Я не вижу здесь жертвоприношения, друзья мои, вот честно вам скажу, да. Здесь нет старшего аркана, который бы на это указывал. Здесь есть просто стремление отомстить женщине, которая стремится выпустить всех драконов наружу и рассказать о нем, кто он есть на самом деле. Рассказать обо всем. Возможно, его крушуют еще очень серьезные люди, глобалисты, государства, не суть важно, да, но он является непростым человеком. И, конечно, он хотел наказать женщину, которая идет против него. У нас не все, друзья мои, связано с жертвоприношениями, поэтому здесь не об этом речь. Друзья мои, тогда такой вопрос тоже интересный. Связано ли каким-либо мистическим образом убийство Леокадии с ее именем? Потому что Лео, мы все знаем, что это лев. Акадия – это титул, используемый для обозначения масона или лиц, причастных к масонству в Индии. А еще Кади – это мусульманский судья, вершащий правосудие. Можно перевести имя как вершащий правосудие над львами или наказанный львами. Вопрос. Связано ли каким-либо мистическим образом убийство Леокадии львами с ее именем? Да или нет? Девятка жезлов. Связано ли каким-либо мистическим образом убийство Леокадии с ее именем? Да или нет? Здесь, знаете, такой момент. Находилась там, где ей не следовало находиться. Делала то, что она не совсем должна была делать. Была на финишной прямой, должна была делать одно, а делала совершенно другое. Вот такое ощущение, что она не с львами должна была в загоне быть, а вершить какие-то высокодуховные дела. Здесь вот об этом речь, друзья мои. Не справилась со своими кармическими задачами до конца. Поэтому, соответственно, осталась в состоянии жертвы, в состоянии виктивности. И, соответственно, погибла, да? Давайте посмотрим, по судьбе ли она погибла. Здесь не совсем убийство связано с ее именем. Здесь она должна была быть по карме совершенно другим человеком. Совершенно в другом кругу находиться и общаться совершенно с другими людьми. И, возможно, помогать другим людям. По судьбе ли был уход Леокадии именно сейчас? Да, как это не больно воспринимать, но уход должен был быть именно сейчас. Я ухожу с тяжелым сердцем по шестерке мечей в новую жизнь. Перевоплотилась. Перевоплощаюсь или скоро перевоплощусь в другое тело. То есть очень скорое будет перевоплощение в следующей жизни. Восьмерка жезлов. И нужно стремиться идти к чему-то другому. Она не совсем поняла, какие у нее есть задачи в этой жизни. Много ли подобных случаев было в парке Тайган со смертельным исходом, о которых никто не знает? Много ли подобных случаев было в парке Тайган со смертельным исходом, о которых никто не знает? Да. Карта дьявола. Карта дьявола – привязка к этому месту или место какое-то проклятое, нехорошее, черное место. Что-то стояло раньше на этом месте. Что стояло раньше на этом месте, если вы знаете, напишите в комментариях. Место, где исчезают люди, где погибают люди. И очень много людей, возможно, об этом как раз-таки и знала Леокадия. Узнала как-то, каким-то образом. Не он сам ей рассказал, а она каким-то образом прочитала, узнала, посмотрела где-то, аудиосообщения какие-то прослушала. Не суть важно. Но много подобным образом пропадало людей, погибших в этом парке. Это место нехорошее, черное место.
Для чего Олегу Зубкову парк Тайган? Главным образом, вот истинная его цель. Для чего Олегу Зубкову парк Тайган? Истинная цель вообще заработать. Барыши, ну конечно, десятка пентаклей. Ну а как вы хотели? Человек, который только о пентаклях думает. Как вы вообще хотели? Человек, который думает только исключительно о финансах, о ресурсах, которые он может употребить из других людей, со зверей, неважно, чтобы перейти во что-то новое. Десятка, чтобы разбогатеть. Чтобы перейти во что-то новое, возможно, переехать куда-то, уехать, да? Для чего Олегу Зубкову на самом деле необходим парк Тайган? Опять, да? Кому-то служит. Опять иерофант. Иерофант у нас очень часто сегодня выходит. Кому-то служит. Кто-то его крышует. Он самостоятельная личность. Это не ему конкретно нужен парк. Это кому-то нужен, кто его крышует. Он не самостоятельная личность, но сейчас мы это выясним еще раз, да, на вопросе. Деньги мне нужны, но я еще кому-то служу. Подсистемный человек. Олег Зубков – это подсистемный человек. Его кто-то крышует вместе с его парком. Он дарит ему свободу, да, свободу в действиях. Я что хочу, то и ворочу. И живу спокойно. Живу спокойно, меня никто не трогает, у меня все стабильно в эмоциональном плане и в плане денег, да. Самостоятельный ли человек, кто-то крышует его, конечно, да, рыцарь кубков. Сразу выходят у нас люди, человек вышел, значит, его кто-то крышует. Давайте еще все-таки утвердительно, чтобы было. Давайте еще один вопрос зададим. Олег Зубков самостоятельная личность? Он самостоятельно держит свой парк? Нет. Лежит, да, семерка жезлов. Кто-то над ним стоит, кто-то его крышует, да? Да. Сам дьявол, хочется сказать. Сам дьявол его оберегает, хочется сказать. Много что есть сказать, много что скрывает этот парк, паш мечей. Здесь еще у меня прям выходит карта Луна. Много что скрывает этот парк. Очень много смертей, много пропавших людей. Человек, который живет свободно, привольно, человек, который зарабатывает деньги, кому-то служит, самому дьяволу, хочется сказать, каким-то глобалистам. Подсистемный ли он человек? Да, он подсистемный, кто-то стоит над ним, возвышается кто-то над ним. Ну и вопрос такой давайте зададим. Будет ли Зубков нести ответственность за смерть Леокадии и Переваловой? Потому что он виновен. Будет ли Зубков Олег нести ответственность за смерть Леокадии Переваловой? В этой жизни, естественно, да, нас интересует, в этой жизни будет ли он нести ответственность? Ему помогут, друзья мои. Ему помогут, он идет от ответственности, поможет сам дьявол. У меня такое ощущение, что он служит самому дьяволу. Вот серьезно, такое ощущение, что был заключен темный договор с человеком. Победитель. Девятка жезлов – это карта победителя. Я должен быть победителем. Я поймал удачу за хвост или я поймал птицу за хвост. Карта влюбленные, карта содружества с кем-то. Кто-то мне поможет куда-то уехать. Как будто уедет куда-то, друзья мои. Вот такое ощущение, что будет, сейчас уже есть этот скандал, да, я хотела сказать, будет скандал, сейчас он уже есть, ему не дадут покоя, ему не дадут спокойно сидеть на месте, и он уедет благодаря кому-то, потому что служит самому дьяволу. Он еще ему нужен. Здесь вот об этом речь, друзья мои, такая вот грустная история про Леокадию, про светлого человека. Не имеет ничего общего с жертвоприношением, хотя похоже, но не совсем, друзья. Здесь скорее она просто слишком много знала и хотела рассказать, поведать этому миру. Задавайте, пожалуйста, свои вопросы в комментариях под видео. Самые интересные вопросы, на них мы будем делать шорт-видео на канале. Пожалуйста, подписывайтесь в наш телеграм-чат. Мы там обсуждаем с подписчиками самые интересные последние темы, о которых невозможно молчать. И обсуждаем, какие будут дальше расклады на канале Энергия Таро. И, возможно, именно вы будете тем человеком, который задаст интересную тему. И скоро она появится на нашем канале. Друзья мои, я вас очень люблю. И до новых встреч!